Hello! Костя, у нас проблема. Что пьем сегодня? На самом деле это не вопрос, а какая-то шляпа. Get it! Прихоранивают. Христос воскрес! Твой палец захворал. Я только что видел Уже практически на финишной прямой. Как на окраинах Лос-Анджелеса. Привет тебе, Букитский. Паркур! Алло, мистер. Христос воскрес. Воистину воскрес. Выходи вниз, целоваться будем. Все, давай, сейчас 2 минуты закрою дверь и играй. Да, на связи. Доброе утро. Ну чё, прибыли к мистеру Деннису. Сегодня у меня парный забег. Идем светить Пасхи. Какое-то движение будет. Здравствуйте. Воистину воскрес. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мужчинам в платьях? Я не отношусь к ним. Вот, правильный ответ. Мне, допустим, некоторые по качеству образов напоминают прям роскошных травестидий. Ну, короче, затрудняюсь это комментировать. Кстати, вот это вот прикольное заведение для завтрака. Ну, типа, он сейчас не работает, но в целом там прикольные Знаешь, завтраки. он никогда не работает. Вот это заведение просто Бомба. сердечко, да, бомба замедленного действия, очень замедленного. Оно работает по каналу. Давай пройдемся по рынку, посмотрим, что нам. Что А, требует. кстати, ты уже можешь на мяско поглядывать. Это твое будущее сегодня. И вот это. Можно будет разговеться по-настоящему. Но мне яйцо нужно съесть. В любом случае, яйца я красил куркумой. Яйца не сильно покрасились, но успешно, хоть и не сильно. А я, кстати, яйца не красил, но побрил. Это важная деталь. Это, кстати, один из самых выгодных бизнесов, потому что люди, которые на Бали попадали в нехорошие ситуации, связанные с скорой помощью, попадали на такие деньги. 3 года мясом сыт монах. Уже идем час. Ты как себя чувствуешь? Я чувствую себя лучше, чем до операции. На человеческих костях. Нам постоянно бибикают гоуджекеры. Hello! Эй! Это Вот. пасхальный танец! Это пасхальный танец! Это пасхальный танец! Это пасхальный танец! Эй! Red Hat. Нет, это рехаб, только опечатка. Посвящается всем барам Путы в 5 утра, в 5:30. Свежевыжатый баран. Что там происходит? Костя, у нас проблема. Собак нельзя. Ну, типа, меня должны пропустить. А меня? Что пьем сегодня? Флоридина. Флоридина, да, я вот Ах это ты, пью. Флоридина. Это максимальная химия, готовься. А, Максимально, я не хочу. Это можно, понял, стекло оттирать. Жалейки, они хорошо будут оттирать стекло, если птица насрала, допустим, были просто прям губки маленькие. Давай Кофе, да? кофеина, да. Давай. Удобно, да? Суп удобно пить. Вот открываешь, да. Это японская темка. Я понял, что в Японии люди используют гетто, деревянные такие тапочки. Они похожи на мои шлепки. То есть ты можешь ходить в них на пляж, но когда ты надеваешь носочек, это превращается в уже, может быть, даже и зимнюю обувь, если носочек достаточно теплый. Get it! Мы вот сегодня испили кофе. 2 трактора, которые работают на кофеине. А, кстати, Денчик, обрати внимание, вон уже и рассвет уже начинается. Ага. А, еще хорошая новость. Я смотрел, в Иерусалиме огонь сошел. Все-таки сошел. У меня папа Сошел, да. переживал, сойдет ли. Папа, привет. Дениска решил еды выбрать. Ты вот так шляпу сможешь нанести? Так это я. Просто в других каких-то жизненных ситуациях. На самом деле это не вопрос, а какая-то шляпа. Но О, это что, кладбище домашних животных? А ну подожди.
В балийской традиции у них кладбищ не существует, у них происходит кремация. А Но это что кремация такое? это достаточно дорогостоящий процесс, поэтому если у семьи не хватает денег на то, чтобы сделать кремацию сразу, они делают мини-кремацию, прихоранивают на какое-то количество времени человека, потом откапывают и уже тогда кремируют полностью, и человек превращается в пепел. Я не знаю, кладбище это или не кладбище, но судя по датам Но на таблице, прикопали там что-то 100%. там прикоп есть. Кстати, Денчик, гляди, помнишь вот эту вот харчевню, после которой у нас болели желудки? Да. Вот она. Аккуратно. Христос воскрес! Кукареку! Так, ну что, рассвет, петухи поют. Статуя, говоришь, красивая. Да, красивая статуя, колесница. Это вот, наверное, символ колеса сансары, в котором бесконечно будут крутиться те, кто не поставят лайк и не зарепостнут это видео. Христос воскрес! Пасха сегодня большой праздник, с нее начинается новый цикл. Короче, очень хорошее время для того, чтобы сбывались все мечты. Для того, чтобы это произошло, необходимо залпом выпить 4 литра воды и оббежать вокруг своего дома. А свежевыжатый баран Вот Константин, прихожанин, с кого нужно брать пример? Человек мало того, что яйца покрасил, так еще и пасок напек. как Что, у нас настал рассвет. Рассвет! на каждой из твоих дорог. Я сегодня одел тапочки, в которые не сланцы, но которые мне трут. Но варианта нет, потому что мой палец захворал и воспротивился долгим походам. Как ось, единый Бог Миндамаг еще закрыт. из твоих дорог. Вот, собственно говоря, тот самый лувак. Ну, судя по ценам, у этого лувака не только лапки, но и анус золотой. Фриц, Это остановки общественного транспорта. Вот так вот, типа, присаживаешься и ожидаешь. Я как-то здесь ездил на нем, возвращался из Куты домой. Ну, они ходят раз в час, где-то расписание. Денис, вы по-прежнему носитесь как сайган. Христос воскрес! Воистину воскрес, говорит. Чем это воняет так? А я думаю, что пахнет. Что горит? Что горит, тот о том и говорит. Я недавно узнал, что возле аэропорта вдоль побережья есть огромная свалка. Там постоянно жгут мусор и частенько несет гарью. Я только что видел белку. Алло, здрасте, Пицца Хат. Насколько по 10-бальной шкале ты скучаешь по традиционной еде? Я предпочитаю нетрадиционную еду. Вот, допустим, вчерашний мой день состоял в основном из вареной кукурузки. Я могу и качан показать. Мы можем не останавливаться на достигнутом и новые качаны сегодня погрызть. Насколько мы проголодаемся, потому что мы уже большую часть пути прошли. Кстати, мы возле Птица Хэт. Присаживайся, давайте поснимем. По поводу Букита. Пару раз я здесь уже тусуюсь и готов заметить, что меня немного удручает отсутствие социальной структуры. Пожрать там негде, сока выпить негде. То есть какая-то крайне неопределенная история. Пипитов Илья с рубрикой
Обзор того, как сегодня я буду жрать, как свинья. Третий раз мы с Дэном пополняем водный баланс. Я надеюсь, что потом это видео, когда наберет кучу просмотров, пополнит нам баланс еще криптокошелька. Присылайте свои рисунки. Так, у нас с Денисом возникла дилемма, поскольку Денис маленько сомневается, что это верный путь. Да, поэтому ветроориентир. Я вижу дым. Голосуйте, делайте ставки. Это правильная дорога или нет? Уже практически на финишной прямой. Посмотри, какой пламень прикольный. Подъем почти вертикальный. Дэн упилил вперед. Я топаю снизу. Топаю. И топаю. Нам осталось На мосте. 566 метров. Что интересное соседство. Вот Лузгус, а там же Свон. И как тебе? Ну, как на окраинах Лос-Анджелеса. С Костей мы познакомились в Кремниевой долине. И мы жили у Кати Костюковой на улице Вейберли. Это улица, кстати, где Стив Джобс орудовал, или как это правильно сказать. Вот. И однажды вечером я читал ему стихотворение, которое в итоге превратилось в музыкальную композицию, которую вы сейчас слышите, пока меня не сбил грузовик. 3 года мясо. За то, что мы очень громко читали стихотворение, чуть не расстала Катя Костюкова. Катя Костюкова, привет тебе, Букицкий. На человеческих костях. Осветили пасхи яйца. Идем Карьеру разговляться. вегетарианец. Христос воскрес, уважаемые. Кокосики могут убить. Коровий сок налит в стакан. Это радио. Радио? Это радио. Наполнен ствол. А свежевыжатый баран Я говорил, что Денчик как Сайгак. Вот, так я повторяюсь. украсил Белый стол. грам. Любовь без правил и границ, как ось, единый Бог. Ну что, как ты думаешь, куда мы попали, Денис? На воскресную пасхальную литургию. Guys, it's Гамилан. Так, какой-то очередной храм. Трудно что-то сказать об этом храме, а легко ничего не говорить. Весь в плесени. Храм мы оставляем за спиной и быстрыми шажками семеним к Денису. Вот и прыгать надо. Паркур! Я думаю, что к слонам нужно относиться с большой осторожностью, потому что Это воздушные змеи. Вот, прямо пошли. Дениска водит нас неведомыми тропками. Привет! Привет, Анжун!